Ребята, я снял сериал про сведения. Сериал про сведения. Первый сезон состоит из 6 серий. 6 серий, когда после того, как они прошли эфиры, по вашим отзывам, я понял, что это все очень офигительно, это очень здорово. Но все 6 серий я сводил на аналоговой консоли с этими эквалайзерами, с дорогими железячками. Я понял по вашим отзывам, что у вас-то этих железячек нет, и то, что я вам показывал, вы на практике не можете применить. Поэтому я пришел к выводу, что мне нужно снять второй сезон. Еще серии 5, наверное, будет. И сделать все то же самое, что я делал, но уже внутри DAW-станции. Это, так сказать, mixing in box или mixing in DAW. Ну и думаю, что от этого пользы вам будет больше. Сейчас я вас познакомлю с треком. Значит, ближайшие 5 серий. То есть, если говорить о предыдущем сезоне, то мы с вами там что сделали? Мы разобрали основные этапы сведения. Это спектральный баланс, музыкальный баланс, построение пространства и Final Mix. А теперь все то же самое мы с вами проделаем внутри DAW-станции. Это уже будет в этом сезоне. Я думаю, что да, получится 5 серий, потому что я не знаю, кстати, буду ждать вашего мнения, надо ли показать отдельно тюн и обработку вокала. Ну, это вы мне напишите. Кто не смотрел предыдущий сезон, ссылка у вас будет в описании. Сейчас я вас познакомлю с треком, мы послушаем куплет-припев, и сегодня сделаем баланс ритм-секций. Рассвет встречает, и я, нас на свете нет нежней, и я забуду свои печали, и я навсегда лишь твои. Улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружит. Улетим мы с тобой в наше лето, ты и я и ты и я. Окей. Let's do mixing. У нас есть такой русский Timberlake. И давайте посмотрим на его ритм-секцию. Что у нас там по ритм-секции? У нас есть луп, есть кик, снейр, второй снейр в припеве, крэш, хэт и тамбурин. Начнем с кика. Кик, в принципе, да, он в стилистике, он вполне приличный, хороший кик. Ну, первое, давайте попробуем. Гитировать тут нечего, поскольку он у нас, это сэмпл, он уже обработанный, да? Ну, первое правило, что я вам хотел сказать. Кат-фильтр на 31 Гц можно поставить сразу же на всех дорожках на сведении. Все, что находится ниже 31 Гц, как правило, нигде не воспроизводится, и слава богу. Потому что частоты, которые находятся в инфранизе, 6, 18 Гц, они попадают в резонанс с нашими биоритмами сердца, мозга и так далее, и это не есть хорошо, лучше, когда их нет. Ну, поэтому кат-фильтр на все дорожки минус на 31 Гц – это хорошее решение, и, в общем, можно этого правила просто придерживаться всегда.
Теперь попробуем скорректировать основной тон бочки. Основной тон бочки хорошо тогда, когда он работает у вас в тональности. В данном случае у нас тональность ми минор, поэтому нам лучше взять либо нотку ми, либо соль, либо си. Ну, наверное, соль будет не лучший хороший вариант, это терция, да? А ми это прям, наверное, идеальный вариант. Посмотрите, я уже показывал, в интернете есть вот такие таблички, где у вас с правой стороны нотки, потом их буквенное обозначение, и дальше идет частота, на которой она работает. Посмотрим, где у нас ми. Итак, у нас ми это 82 Гц. Да? 82 Гц хорошая частота для бочки, потому что, ну, во-первых, она у вас будет точно в тонику. Это, во-первых, вы избежите всяких конфликтов бочки и баса. И второе, то, что 82 Гц у вас будет воспроизводиться не только на хай-энд оборудовании в клубе, но и практически на любом мультимедиа. На ноутбуке воспроизводиться не будет все равно. Ну, на самом деле, там практически 83. Нет, 82. 82. И на плюс 8, плюс 10 я сделаю, чтобы нам послушать, как она звучит. Коррекции на 4-6 дБ вполне достаточно. Второе, чтобы ее чуть-чуть присобрать, я приберу ее нижнюю середину. Для этого я поставлю Bell срез на 350 Гц в центре с добротностью 4 и на минус, наверное, ну я сейчас сделаю на минус 8, а потом, наверное, мы немножко ослабим. Итак, вот так это будет звучать. Ну, она чуть-чуть присобралась и стала более такой увесистой. Теперь смотрите, поскольку 82 Гц на ноутбуке воспроизводиться не будет, и чтобы сохранить кик, нам нужно сделать подъем на момент касания пластика. Это от 2000 и выше. И сейчас попробуем подобрать эту частоту. Я сделаю опять коррекцию где-нибудь на 8 дБ вверх, и мы пройдем от 2000 вверх. Ну, это некрасиво звучит. Неплохо. Ну, наверное, 8 уже слишком. 6 мне кажется пока вполне приемлемо. Ну и поменьше. Теперь мы попробуем сделать компрессию и чуть-чуть подтянуть атаку, сделать ее чуть-чуть ярче и острее кик. Ну вот такая компрессия, она будет выделять касание пластика. Ну вот она стала поострее, и немножко скорректируем низ. Здесь сделаем чуть побольше подъем. С киком пока все. Теперь послушаем всю ритм-секцию и послушаем малый барабан. Луп пока выключен.
Ну, мне не хватает остроты и не хватает тела. Тело у Snare Drum, оно будет где-то в районе 160 Гц, да, ну, то есть, в принципе, это октава к бочке, да, 164 у нас тут должно быть. Теперь они в октаву. И как эта частота звучит? Ну, с телом что-то там не очень дружится, да, потому что тут, в принципе, у него почти ничего нет, на самом деле, у этого малого барабана. Но небольшой подъем здесь в любом случае не помешает. И теперь за счет компрессии добавим остроты. Я опять опускаю очень сильно порог, и мы слушаем. Можно чуть подлиннее. Теперь поднимаем порог. Ну вот у него атака стала сейчас поярче. Если сделать очень короткий релиз, то хвост будет как бы чуть-чуть пожирнее. Думаю, пока мы не будем с хвостом ничего делать, оставим те же 50, которые и были. Посмотрим, что по поводу касания пластика. Можно попробовать на 8000, наверное, чуть-чуть ему сделать подъем. Сейчас я сделаю на 8, и мы услышим, что нам это дает. Не очень. Ну, давайте на +3. Ну, фактически это не снейр, это такой обод, римшот. Хорошо. Слушаем хэт. Ну, достаточно вялый хэт, прямо не хватает вот момента касания палочки. Поэтому мы сейчас сначала с вами его откомпрессируем и добавим остроты. Подберем атаку. Ну, мне нравится, как звучит 15. Теперь отпускаем порог. Чуть-чуть еще ослабим порог.
Ну, наш барабанщик стал сильнее бить палочкой, атака стала ярче. Ну и следующая задача — это подружить хэт с тамбурином. Для этого я включу в моно и хэт, и тамбурин, и попробую эквализовать хэт так, чтобы тамбурину было достаточно комфортно в этом миксе, и чтобы он хорошо прослушивался. То есть техника такая: эквализуем один инструмент, слушаем другой. Пойдем с вами от 1500 вверх с гейном 8. Ну вот мы шли от 1500 до 8, и я надеюсь, что вы это слышали, да, потому что примерно на 4000 они слились как одно целое, и уже невозможно отличить тамбурин от нашего хэта. Поэтому хэт может быть либо очень низким, ниже, но, наверное, для этого трека это не самый хороший вариант, либо существенно выше 4. Еще раз пройдем, это от 4 и вверх. И на 8000 вы тамбурин будете слышать абсолютно четко. И они друг другу не будут мешать, они будут как бы разделены частотно. Хэт можно сделать и выше, но тогда он становится очень тоненьким. Я думаю, что 8000 это то, что надо для этого хэта. Сейчас хэт повыше, тамбурин пониже. И теперь давайте проверим эквализацию тамбурина. Возможно, нам там тоже можно что-нибудь добавить. Сейчас мы посмотрим на него. Ну, во-первых, за счет компрессии ему тоже можно добавить остроты. Сейчас я опускаю сильно порог и потом подбираю атаку. Теперь отпускаем порог. И посмотрим, как эквализация на тамбурине будет влиять на хай-хэт.
Ниже 4 кГц уже как-то он не очень естественно звучит. На 8, естественно, он сливается с хай-хетом, поэтому его частота 4000, и она, в общем, была правильно исходна, поскольку мы такой выбрали высокий хэт. Небольшую коррекцию делаем на 3 дБ. Ну и теперь все вместе. Ритм-секцию. Послушаем луп отдельно. Ну, низа на нем нет, а нижняя середина на нем достаточно яркая. Верха на нем тоже нет. Поэтому нужно найти частоту, на которой он будет комфортно себя чувствовать в этом миксе и не мешать другим инструментам. Сейчас явно нижняя середина дает слишком большое заполнение. Я попробую кат-фильтром это сделать. Вот сейчас попробуем сначала просто нижнюю середину убрать. Ну, там какой-то появляется подбой, поэтому давайте-ка пока оставим так, как вот есть, за исключением того, что вот сюда 31. Подбой под бочку я имею в виду, то есть он, в принципе, неплохо там подталкивает кик. И теперь все вместе. Ну вот теперь у меня появилось желание чуть-чуть покороче сделать хай-хет. Я попробую это сделать с помощью гейта. Возможно, будет слишком коротко, но пока оставим так. Тамбурину стало свободней. Ну, у нас изначально хэт и тамбурин были в центре, сейчас мы их чуть-чуть разнесем в разные стороны и посмотрим на общую картинку. Хай-хет слегка доминирует над тамбурином, поэтому хай-хет минус 3 дБ, а тамбурин плюс 2. Но в любом случае это очень предварительный баланс. Ну и теперь попробуем отключить все плагины и послушать, что было до. Крэш мы вообще никак не обрабатывали. До. После. Ну, последний эксперимент. Я хочу на лупе попробовать вытянуть ту бочку, которая там все-таки есть.
четвертой полосой. Давайте попробуем. Мы сейчас эту бочку поставим на ноту Си. И они у нас будут играть в квинту. 61, 52, 124. Эксперимент, конечно. Вполне вероятно, что потом я это все выключу. Ну, все вместе послушаем. И последнее, что нам нужно, это подружить бас и посмотреть, как вообще бас с нашей ритм-секцией взаимодействует. Ну, неплохо, неплохо. Они, в принципе, друг другу не мешают. Бас и бочка не мешают друг другу. Но чтобы обезопасить себя, я поставлю компрессор на бас, заведу сайдчейн компрессию, включу эту сайдчейн компрессию, посыл на бочке. То есть мы зайдем вот сюда в сенд и активируем посыл на бочку. Сайдчейн баса. И посмотрим, как это теперь будет звучать. Ну да, так у нас бас будет отставать. Поэтому нужно сделать сайдчейн очень аккуратно. Не так, как делается в IDM музыке, а очень мягко, так, чтобы она была незаметной. Ну, предварительно. Предварительно ритм-секция готова. На этом, наверное, на сегодня все. В следующем видео мы с вами попробуем разобраться с музыкальным балансом, с формой и посмотреть, как мы можем улучшить эту форму, чтобы все время держать внимание слушателя и чтобы она хорошо работала с точки зрения динамики, переходов, кульминации и так далее. Вторая серия, второй сезон. Перед началом я хочу вам рассказать один анекдот. Вторая серия, второй сезон – это музыкальный баланс, форма и построение композиции. Так вот, анекдот. Достаточно пышная дама приходит на примерку к портному. Ну, портной все померил, плечики, рост, длину платья. Ну, мадам, а где талию будем делать? Вот суть этого анекдота, она объясняет тот процесс, которым мы сегодня будем заниматься. Мы с вами тоже будем делать талию. Для начала давайте разберем состав инструментов. Ну, по ритм-секции мы уже познакомились в прошлом видео, поэтому, в общем-то, тут я не буду повторяться. Значит, идем с самого верха. Вокал, запчасти от вокала, варианты дубли. Дальше. Гитара-пилот. Это пилотная гитара, под которую писалась живая акустика. Бас.
И дальше пошла ритм-секция. Это лупы наши, снейры, крэши, хэты и тамбурины. Теперь акустика. Акустика прописана даблом и прописана от начала до конца. Да? Ну, давайте познакомимся с партиями. Каждая партия писалась с 2 микрофонами, поэтому они панорамированы, одна чуть левее. Вот эта партия, она 1 раз писалась. Такой перебор, да? И вот эта партия, она прописана дважды, даблом. Они все уходят на одну группу, они разведены полярно на left-right, и на группе мы ставим combined panner и чуть-чуть сужаем панораму, чтобы гитары не уходили у нас за уши и не были очень далеко. И еще есть ритмическая партия. Она тоже прописана даблом. В припеве у нас появляется драйв, тоже даблом. Ну и все припевы он играет. И есть еще одна партия гитары. Ну тут нотки повыше чуть-чуть и немножко другой звук. Что у нас дальше? Дальше солирующая гитара, которая появляется в последнем припеве. На всякий случай дам вам с ней познакомиться. Ну, так, пока это не очень все понятно. Это у нас пилоты, это все отключаем. Дальше у нас есть очень интересная дорожка. Ну, у нас очень хороший был бэк-вокалист. И я попросил его, чтобы он с начала до конца просто чуть-чуть поимпровизировал и напел какие-то варианты. Да? Все эти варианты, они есть в полном файле, и, естественно, они все не нужны, но из них мы можем выбрать какие-то моменты, которые нам понадобятся и которые раскрасят как бы наш бэк-вокал. Вся она звучит вот так. Ну и так на всю песню. На всю песню она спета. Я уже немножко начал выбирать, но еще не до конца. Мы с вами выбираем эту партию вместе. Дальше у нас идут ответы. Ну, то есть, на самом деле, в песне очень много бэк-вокала. 4 дорожки — это голосоведение, которое поддерживает основного вокалиста. Но есть еще 3 дорожки, которые спеты как ответы. Вот они так звучат. Главное, что мы вместе навсегда. Ты и я на радуге рассвет встречаем. Улетим, ты и я. Бэк-вокал, который поддерживает основной лид-вокал. Он в основном работает в припевах. Улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Дальше 3 партии струнных. Первая партия основная, наверное, ее можно считать основной, это достаточно низкий пэд. Вот она.
Первый раз он появляется в припеве. Второй струнный пэд чуть повыше. Третий одноголосный дублирует мелодию. И еще есть партия стаккато. Ну и как вы видите на экране, все партии, все припевы абсолютно одинаковые. Да? Теперь вопрос, где будем делать талию? Теперь нам нужно понять, где нам сделать талию. Ну, первое, что я предлагаю, я предложил бы убрать из первого припева вот верхнюю партию и среднюю партию. И оставить только стаккато. Ну и низкий пэд. Тогда это будет звучать вот так. И высота нам голову скружи, улетим мы с тобой в наше лето. А во втором припеве она уже будет звучать плотнее. Улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружи, улетим мы с тобой в наше лето. По форме у нас интро, куплет, припев, второй куплет. Во втором куплете появляется низкий стринг. Дальше припев. Вот отсюда идет. Дальше у нас есть небольшая яма. Я и ты. И дальше сдвоенный припев. Но стринга почему-то в этом припеве нет. Давайте мы его сейчас пока туда поставим, а потом разберемся, нужен он там или нет. Все зависит от того, где будет талия. Улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружи. Ну и стаккато тоже вернем сюда. Не факт, что нам это все понадобится, но пусть будет. Потом решим. Теперь стык послушаем. Ну, теперь вот и становится очевидным, что кульминация, да, у нас будет в самом конце на гитарном соло, и там же много будет ответов, и это самое насыщенное место. Поэтому давайте-ка мы так сделаем. Первое, наверное, мы проредим вот эту партию. Вот это мы пока убираем. То есть первый припев у нас будет без стаккато. Во втором припеве у нас появится стаккато. И в кульминации у нас вступят все постепенно. Вот эту партию мы пустим только в самом конце. Итак, смотрите, вот это первый припев. Это второй. Третий. Последний, четвертый припев, где все струнные играют. Ну, сейчас очевидно, что тут маленький бардачок у нас в самом конце, потому что там играет гитарное соло, опевание бэк-вокала и много-много-много всего. Теперь давайте посмотрим, что у нас по поводу гитар. Ну, по поводу гитар я придерживался такой же логики, да, то есть первый припев у нас 2 гитары, второй 2, и только в последнем припеве у нас вступают все гитары, то есть еще подключается верхняя гитара. И тут же появляется гитарное соло. Вот оно, гитарное соло первая часть, и вот она вторая часть.
Соответственно, драйв. Сейчас я сделаю драйв чуть-чуть погромче. И мы послушаем разницу между вторым, третьим припевом. Только я и ты улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружит. Мы с тобой до рассвета, и высота нам голову улетим. Наше лето. И плюс еще сюда гитарное соло подключается. Вот. Таким образом, у нас появилось развитие и нарастание к последнему припеву. То есть вся форма движется по вилочке к самому концу. Самый мощный — это последний припев. Вот. А теперь я хотел поговорить вот о чем. У нас музыка состоит из нот и пауз. И паузы очень часто, они важнее нот. Поэтому нам нужно понять, где мы должны сделать паузы, чтобы обратить внимание слушателя. Ну, я уже кое-какие заготовки сделал, но тем не менее. Давайте пройдемся. Сначала по гитарам, акустики. Акустики я отключил из вступления. И вот эти две гитары, я их нарезал особым образом. Сейчас я покажу. Вот смотрите, вот что было изначально. Никаких пауз. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я. Ну, то есть, на самом деле, такое тупое решение. Пришел гитарист, хороший гитарист, сел и сыграл от начала до конца все партии. Но так же нельзя, так же нет развития. То, что мы с вами делали с драйвом, мы то же самое должны сделать теперь здесь с акустикой. Теперь о роли паузы, да? Это было изначально, а вот это то, что я сделал. Теперь посмотрите, как это звучит. Ты и я. Ты и я, а больше никого. Хорошая пауза появилась. Эта пауза дает нам вздох перед куплетом. Но в этой паузе осталась гитара FX, о которой я еще не говорил. Вот она. Вот эта вот гитарка, она осталась. Поэтому нам ее нужно вычистить, чтобы пауза начала работать. Вот теперь она работает. Ну и на фейдик. Вот теперь эта пауза будет работать. Эту паузу не я сделал, эту паузу сделал сам гитарист. Ну, тоже он, потому что он хороший гитарист. Ты и я, а больше. И дальше то же самое я сделал. Ну, это очень типичный прием для вот такой музыки, для R&B, когда вообще в R&B чаще гитары используются электронные под акустику, да? Но вот эти паузы, они очень важны. И эти паузы, они совершенно четко цифровые, они нарезаны, но они реально начинают подкачивать грув и толкать ритм, да? Посмотрите, два варианта. Первый вариант без пауз. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я. А теперь вариант с паузами. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я, только мы с тобой. Ты и я, а нашей тайны знает ветер. Главное, что мы вместе навсегда. Вот. В припеве этого уже не нужно, потому что там должен быть вал и должна быть стена. А здесь очень важен ритм. Очень важен ритм. Ну вот во втором куплете я уже так сильно не стал резать, я оставил только одну паузу. Ты и я, а больше на свете. Ты и я, тихо Таким образом мы выделили красивое движение баса. на свете. Ты и я, тихо плещется прибой. Ты и я, люблю глаза я эти.
во второй части там уже вступает стринг, поэтому эти паузы уже работать не будут. Идем дальше. Ритмическую гитару я ее убрал тоже с первой части первого куплета. Да? Тогда если я ее включу, то все эти паузы, они замажутся. Либо нужно резать паузы там, да? Но в принципе одного перебора вполне достаточно для того, чтобы создать нужное движение, а во второй части подключается уже ритмическая функция. Вот смотрите, сейчас все паузы мы убьем. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я, только мы с тобой. Перестали паузы работать. А вот так они работают. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я, только мы с тобой. Ты и я, а нашей тайны знает ветер. Главное, что мы вместе навсегда. Ты и я, на радуге рассвет встречаем. Ты и я, нас на свете нет. Усиливаем ритм таким образом. Теперь давайте посмотрим вот эту яму. Я и ты. Улети с тобой до рассвета и высота. Ну, тут уже остается только ритмическая функция. И последний штрих — это кода. Коду я тоже немножко проредил. Но в опевании мы еще почистим, да? Пока без опеваний. Ну, тут та же гитара FX и вот эта гитара. Ну, вот эту гитару, она была в стерео двумя записана. Я оставил здесь одну и перенес ее ближе к центру, на ту партию, которая у нас первый арпеджио играет. Теперь мы должны немножко прибавить здесь громкость, но пока это не важно, пока мы делаем форму. Ну вот меня немножко смущает этот FX гитарный, который висит. Давайте попробуем его убрать. Ну, немножко грубовато, но экстравагантно. О! Интересно. Оставляем пока так. Ну вот, и теперь нам нужно почистить немножко гитару соло, потому что там у нас такая каша получилась в конце из опевания бэк-вокала и гитары, и бэк-вокал. Давайте начнем с бэк-вокала. Бэк-вокал, в принципе, предварительно я уже его почистил и убрал, основную часть. Теперь давайте дойдем до конца. Улети. Ну, не знаю даже, ничего-то не... Вот эти все три фразы мне не нравятся, кроме первой. Улети. Только одну фразу оставляем. Так, а вот это что такое? Улети. Улети. Убираем. Вот это что? Не надо. А вот это клевенько, вот это отличный выход он спел.
можно почти все оставить. Сейчас послушаем соло. Отлично. Возможно, хвостик вот надо убрать. Сейчас попробуем. На фейдик. Ну, посмотрим, как это. Ну, здесь вы понимаете, надо учитывать, да, что эта партия, она будет взаимодействовать с сольной гитарой. Сольную гитару мы еще не чистили, но теперь мы будем сольную гитару чистить под лид-вокал и под вот эту партию. Либо потом что-то убирать из этой партии. Ну, я бы оставил, наверное, только одно «е». Хотя мы будем иметь в виду, что у нас есть еще одна фраза, но она уже не прослушивается. Там настолько много всего. То есть вот это мы мьютируем. И вот это мы тоже мьютируем. Пока. И останется у нас только вот это «е». И сняли. И теперь сольную гитару тоже почистим. На самом деле мне нравится, как сольная гитара сыграла первый квадрат. Там практически даже ничего убирать не надо. А во втором квадрате он размахнулся и наиграл прямо все сплошняком. Вот здесь вот нам придется поработать, что-то убрать. Да, вот тут уже хочется паузу. Здесь вот после голову вскружит, опять включим. А может и не надо. Прямо в подтяжку войдем. Угу. Вот это все убираем тоже. Тоже достаточно одной фразы. Ну вот получается бэк-вокал, и гитара нам дает офигительный подъем на последний припев. Ну вот, теперь это все как-то органически соединилось. Ну, в целом музыкальный баланс у нас сейчас готов. Он черновой. Естественно, я рассказывал об этом в видео, когда я сводил на аналоговой консоли. Кому интересно, можете посмотреть. Там есть как бы и теория, и обоснование. А здесь я больше опираюсь на практику создания музыкального баланса. Да? Баланс черновой. То есть плюс-минус 5 дБ не играет роли. Нам сейчас важно, где кто играет, где у нас стали и где у нас живот или кульминация. Да? В целом уже сейчас картинка понятна. Мы выстроили все
выстроили форму и выстроили движение, да, то есть понятно, как она будет развиваться. Ну, я думаю, что следующее видео надо почистить лид-вокал, потому что нестроенные нотки, нотен-тьюн, они немножко раздражают и мешают тебе работать. Поэтому мы сделаем тьюн-вокал в следующем видео, и потом перейдем к пространству. Очень важная часть работы – это редакция тьюн-вокала и выбор дублей и обработка вокала. Вот сегодня мы как раз займемся этим. Это у нас 3-я серия, 2-й сезон. Итак, вокал. Ну, дубли у нас уже выбраны. Те, которые хорошие, они все нарезаны, и они уже вставлены по месту. Но, тем не менее, вокал не тюненный. Вот я тюнил первый куплет, по-моему, а второй куплет мы еще не делали. И есть дубли-варианты вокала. Плюс на припев мы ставим дабл-трек. В припеве будет дабл-трек, кроме первого. На первом пока нет. Ну, давайте начнем с тюна. Тюн можно делать в Мелодайне, Антарис. Кстати, у Waves не очень хороший тюн, он немножко грубовато очень работает. Я делаю в Cubase, потому что в Cubase есть функция Vari Audio, и она позволяет вам отредактировать вокал достаточно точно. Ну, слушаем и двигаем то, что криво будет. Ты, я, Ну, понятно, да? ты, я. Ну, во-первых, тут 2 ноты. А он увидел только одну. Во-вторых, вот это можно чуть-чуть подтянуть. И теперь поставить на место. Я, ты, я, а больше никого. Больше никого. А больше никого. Ну, это вообще она как-то между нот. А больше никого. Больше не, во, 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 во. А больше никого. А больше никого. На свете. А больше никого на свете. А больше никого. А больше никого на свете. Ты и я. Больше никого. Больше никого. Больше никого. Больше никого на свете. На свете. На свете. Ты и я. 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 На свете. Ты и я. На свете. На свете ты и я, тихо плещется прибой. Ой, на свете ты и я, тихо плещется прибой. Ты и я, и я, и я, и я. И я, и я, и я, и я, и я, и я люблю глаза, я эти глаза. Люблю глаза, я эти. Нежность этих губ, нежность этих губ, ласку этих рук. Ты и я, мы тонем в зеркале. Ты и я, ты
небес, не- небесном. Ты и я, нас уносит от земли. Ты и я с тобой. Ты и я, а, 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 и я, с тобою мы во сне. Пой, 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 мы, 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 во сне, во сне, во сне, во сне, во сне, здесь нам только, только, только мы, мы, только мы с тобой, только я с тобой, тобой, бой, 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 тобой, только я и только, 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 я, с тобой, только я и ты и с тобой, только я и ты. После того, как вы закончили редакцию, можно подумать по обработке вокала. Но первое, нам нужна эквализация. Да? То есть сейчас у нас вокал звучит слишком близко, абсолютно вот так вот, как он записан с микрофона. И мы его сейчас с эквализацией отдалим чуток. Режем 100, чуть-чуть подберем нижнюю середину. Это будет у нас примерно в центре 350 на минус 6, минус 7, допустим. И с добротностью 4. Только я и ты улетим. Ну, поначалу. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я, только мы с тобой. И смотрите, ну, у большинства вокалистов звуки S всегда ярче, чем все остальное. Поэтому сейчас я поставлю диэссор на примерно 6-7 тысяч. У мужчин она пониже, у женщин повыше эта частота. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я, только мы с тобой. И не сильно. Вот байпас. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я, а больше никого на свете. И теперь за счет полосовой компрессии, кстати, по полосовой компрессии есть отдельное видео, можно его посмотреть, ссылка будет у вас в описании. Сейчас распыляться на эту тему не буду. Итак, второй диэссор в качестве полосового компрессора на вторую форманту. На 2000 и подожмем в припеве вторую форманту. Улетим мы с тобой до рассвета. Вот эта частота. Улетим мы с тобой. И не очень радикально. Улетим мы с тобой до рассвета. И высота нам голову вскружит. Улетим мы с тобой в наше лето. И без него. Улетим мы с тобой до рассвета. И высота
нам голову вскружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я. Ну, надеюсь, что вы слышите. А теперь я хочу сделать из него мачо, такого красивого, мощного парня, чтобы все девчонки падали прямо сразу же штабелями. Поэтому я возьму еще один компрессор. И первый компрессор я поставлю на сатурацию. То есть я сделаю очень быструю атаку и быстрый релиз. И тогда все его вздохи-выдохи, они как бы, и хрипотца, они проявятся, он будет более выразительным. Улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим. Ну, сейчас компрессор просто как дисторшн работает уже, да? Улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я. Да, вот лето там явно перетюнено. Мы с тобой в наше лето. Угу. Мы с тобой в наше лето. Да не особо она и перетюнена, но отпустим ее чуть-чуть. Ну да. Угу. Итак, сатурация. Мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я и я. Ты и я. Ну, как таковой сатурации сейчас уже не слышно, да? Ну, то есть я надеюсь, что нам с вами слышно, а больше этого никто не услышит. Но нюансов и мелизмов стало больше на вокале. Они стали более явными и более выразительными. Послушаем от начала. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я, только мы с тобой. Ты и я, а нашей тайне знает ведь. Ты и я, а больше никого на свете. Вот, и теперь я еще один компрессор поставлю. Это называется последовательная компрессия. Есть опять же видео, которое так и называется последовательная компрессия. И виды компрессии и последовательная компрессия. Опять же, ссылка будет внизу, смотрите. Сейчас не буду на этом заострять внимание. Ты и я, а больше никого. Вот. А вот этот компрессор я поставлю на выделение согласных. То есть я сделаю очень длинную атаку, ну, условно длинную, да? И умеренно быстрый релиз. Атака 12 миллисекунд – это достаточно медленная атака. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я, только мы с тобой. Все Т, С, Ч, они теперь выделились. И теперь я отпускаю порог. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я, только мы с тобой. Ты и я, а нашей тайне знает ветер. Главное, что мы вместе навсегда. Ну и в итоге что мы получили? Посмотрим на втором куплете. А больше никого на свете. Ты и я, тихо плещется прибой. Ты и я, люблю глаза я эти, нежность этих губ, ласку этих рук. Ты и я, мы тонем в зеркале небесном. Ты и я, нас носит от земли. Ты и я, с
тобою мы во сне чудесном. Только мы с тобой, только я и ты улетим мы с тобой до рассвета. И высота нам голову вскружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я. Ну вот, собственно, вокал мы обработали, и дальше самое время уже перейти к пространству. Ну, давайте мы это сделаем в следующий понедельник, и в следующий понедельник посмотрим, как мы можем поработать с пространством и вообще какова задача здесь по пространству. По форме и по балансу, в принципе, у нас все готово. И вокал, будем считать, что он оттюнен. Я слышу, что это еще не до конца, но на этом можно пока остановиться. Итак, продолжаем второй сезон сериала «Просведение». Ура, товарищи! Мы с вами сделали спектральный баланс, мы с вами сделали музыкальный баланс, мы отредактировали вокал, выбрали дубли, и теперь настало время пространства. Когда я начинаю микс, я всегда стараюсь найти партии, которые позволят мне создать дальний план. Что у нас здесь? Если вы помните по аранжировке, кроме ритм-секции баса, здесь у нас акустические гитары, 2 партии, 2 драйвовых гитары, 1 гитара сольная, и по вокалу есть ответы и есть бэк-вокал вертикаль. И, соответственно, есть сольный вокал опевания. Ну вот опевание и драйвовая гитара, они претенденты на дальний план, но они появляются у нас не везде. А теперь как нам разделить ответы и вертикальный бэк-вокал? Ну вот у меня есть такая идея, что мы сделаем ответы очень близко, прямо ближе, чем лид-вокал. А бэк-вокал вертикальный, он будет сзади лид-вокала, он будет сзади его как бы чуть-чуть поддерживать. И пространство для вокала. По вокалу, во-первых, хочется, чтобы куплет и припев звучали в разных пространствах. Да? Куплет, чтобы был очень близко, а там, где мы улетим, вот там он уже раскрывался и улетал. Первое, что я сделаю, это я возьму дорожку дилея, поставлю монодилей. Ну, я это уже сделал. У меня стоит монодилей с эквализацией, со срезанным верхом, поднятой верхней серединой. И, соответственно, монодилей достаточно короткий, потому что он у нас 1/8. И теперь я сделаю такой фокус. Монодилей я отключу вообще от общей шины. Она не будет уходить никуда. Но сенс дилея у нас пойдет на реверб. Первый реверб у нас будет не очень длинный холл, ну 1,35 секунды. И на него у нас будет уходить дилей. Плюс прямой сигнал мы тоже подадим на реверб с дорожки вокала. Значит, это вот плагины, которые мы в прошлый раз с вами сделали. Итак, send на delay и send на plate. Итак, попробуем куплетный вокал сделать. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я, только мы с тобой. Ты и я, а нашей тайны знает ветер. Главное, что мы вместе навсегда. Ты и я, на радуге рассвет встречаем. Ты и я, нас на свете нет нежней. Ты и я, забудем мы свои печали. И я навсегда лишь твоим. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я, только мы с тобой. Ты и я, а нашей тайны знает ветер. Главное, что мы вместе навсегда. Итак, у нас сенд на дилей и сенд на реверб. И с дилея у нас идет сенд, опять же, на тот же реверб. Это вот здесь у нас. И на реверб. И сейчас мы как бы слышим хвост дилея в ревербе, но при этом как бы самого дилея нет. Но можно попробовать включить его и попробовать, может быть, что-нибудь еще с ним сделать. Ты и я,
а больше никого на свете. Ты и я, только мы с тобой. Ты и я, а нашей тайны знает ветер. Главное, что мы вместе навсегда. Ты и я на радуге рассвет встречаем. Ты... Ну, так как-то немножко грубовато звучит. Но, с другой стороны, мы можем сделать меньше прямого сигнала, и тогда у нас все получится. Тогда вот здесь мы сделаем вот так. Префейдер. И теперь попробуем прибрать прямой сигнал. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я, только мы с тобой. Ты и я. Ну вот пусть он так и будет пока. Ты и я. Теперь припевный. А в припеве мы переходим на плейт. У нас вот здесь стоит плейт на дорожке. Для того, чтобы уплотнить плейт, ну, во-первых, я поставил эквалайзер и отрезал низ, чтобы у нас не было реверберации в нижней части хвоста. Это от 400 Гц. А еще я поставил два компрессора. Первый компрессор с быстрой атакой и быстрым релизом. И это дает возможность уплотнить хвост реверба. Мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим мы с тобой. Но для того, чтобы еще отдалить, я попробую сейчас немножко увеличить сенд на дорожке лид-вокала. Сенд на плейт. Мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты, я и ты. Мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим мы с... Теперь чуть-чуть поправим алгоритм плейт. На мой взгляд, для такой полетности не хватает немножко верха на нем. Мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты, я и ты. Мы с тобой до рассвета. Мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим. И посмотрим теперь, как у нас меняется пространство от куплета к припеву, потому что у меня прописана автоматика на сенды, на дилей и на плейт. Сейчас я это покажу. Вот здесь меняется сенд 1 на сенд 2. То есть здесь у нас дилей с ревербом, а здесь у нас плейт. И я навсегда буду лишь твоим. Улетим мы с тобой до рассвета. Ну и послушаем это в общем миксе. И я навсегда лишь твоим. Улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим. В первом приближении подойдет. Пусть будет так. Теперь нам нужно разделить ответы и бэк-вокал вертикаль. Ответы у меня стоят вот на... Бэк-вокал у меня стоит вот на этой группе, и он у нас будет чуть дальше, чем лид-вокал. Поэтому на дорожке бэк-вокала они разведены достаточно широко. Посмотрите, как панорамирование сделано. Верхние голоса в центре, средние чуть пошире и нижние более широко. И есть еще один голос, четвертый средний. И это самый нижний. Самый нижний у нас шире всех. Но панораму я сужу вот здесь. Я поставлю комбинированный панер и сужу эту панораму довольно сильно. Они у нас не будут широкими. Теперь по обработке бэк-вокала. Значит, на них у нас будет EQ.
тоже с эффектом отдаления. Значит, у нас будет срез по низам, срез в нижней середине, на -7 с добротностью 4. И срез по верху. Срез по верху шелфом довольно-таки плавненько, где-то от 3-4 кГц. Вот смотрите, теперь вот они без эквализации. Навсегда улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим. Теперь сенд делаем на дилей и на реверб, для того, чтобы их отдалить, переместить в дальний план. На реверб плейт я имею в виду. Навсегда улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. В целом, возможно, это будет грязновато, но на финальном миксе, это в следующем видео, мы это поправим. Навсегда улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим. Возможно, здесь понадобится еще дессер на буковке S, а возможно и нет, потому что они достаточно отдалены. Теперь как мы сделаем ответы? А вот ответы мы сделаем контрастно по отношению к бэк-вокалу, который поет в вертикали. Здесь мы сделаем наоборот. Мы их сделаем очень широко. Мы сделаем на них эквализацию без среза по верхам. И тоже срезом в нижней середине. Но вверх мы на них резать не будем. Теперь они будут звучать вот так. Добротность 4. Ты и я. А теперь мы их еще приблизим. Для этого я поставлю компрессию с быстрой атакой, с медленной атакой. Похожую, как мы делали на лид-вокал, для того, чтобы выделить согласные, и тогда они будут звучать острее, и они будут ближе. Ты и я. Ты и я. Ты и я. Ты и я. Темни. Вот, очень хороший момент. Смотрите, как на ха будет влиять медленная атака. И обрабатываем мы не каждую дорожку отдельно, а все дорожки вместе. Слушаем. Сейчас я подниму мейкап достаточно сильно, чтобы вам было слышно. Слышите? Ха, толчок стал ярче. То есть стало все более ярко выражено. Ты и ха стало ярче, как будто вокалист толкал сильнее. Но теперь мы вернемся к нормальным человеческим значениям, так, чтобы это было естественно звучало. Всегда компрессия делается до естественного положения. Ты и я. Темни. Ты и я. Темни. Ты и я. Темни. Вот. Теперь надо на верхние голоса сделать чуть потише, а нижние, наоборот, погромче. Тогда вертикаль будет звучать более ровно. Ты и я. Темни. Ты и я. Темни. Ты и я. Темни. Нет, этот у нас нулем будет идти. Ты и я. Темни. Этот +2. Я.
Этот голос дублируется. земли. Ты и я, земли. Ты и я, земли. Ты и я, земли. Вот, а по обработке мы на них оставим только дилей, которые у нас, собственно, и есть. То есть они будут в том же плане, где и основной вокал. Ты и я, земли. Ты и я, земли. Ты и я, земли. Ты и я, земли. Земли. Улети. Мы с тобой, наше лето. Мы с Вот в этой партии я вот эти ответы отключу, чтобы они были только в верхней партии. Тогда у нас это будет контрастировать одно пространство с другим. Тот же голос дублируется. Значит, не нужен. А здесь? Ты и я. Ты и я. Ты и я. Ну, этот повыше. Ну, пусть будет, но мы его сделаем тихонечко. Ты и я. На свете ты и я. Тихо плещется прибой. Ты и я. Люблю глаза. Ты и я. Мы тонем в зеркале небесном. Ты и я. Темней. Ну и сюда точно нам понадобится дессер, потому что мы выделили атаки. И теперь это стало прямо слишком нарочито. Мы тонем в зеркале небесном. Ты и я. Темней. Ты и я. Угу. Теперь попробуем ответы вот эти разместить тоже где-то в пространстве. Но, скорее всего, они будут в дальнем плане. Значит, дальний план — это у нас send на plate. Ну и на дилей в том числе, да? Но на дилей в меньшей степени. Светит нежно. Вот, и дилей его прекрасно отдаляет, я наоборот сказал, да, я сказал, что мы в меньшей степени на плейт и в большей степени на дилей, но дилей так, чтобы он был не очевиден. В соло мы его будем слышать, а вот когда уже включим весь микс, то мы его не должны слышать. Ну и, соответственно, на нем должна быть эквализация, поскольку это дальний план, аналогичная дальнему плану. Вот сказал. Аналогичная дальнему плану, который мы делали для бэк-вокала и для припевного вокала.
Ну и посмотрим дальний план для гитары. Но теперь на ней очень много низа на этой гитаре. Нет, для гитары мы сделаем другой дилей. И, возможно, мы этот дилей используем еще и потом. Улети, мы с тобой на цвета и высота. И улети, мы с тобой на цвета и высота. Голову скажи и улети, мы с тобой на цвета и высота. Голову скажи, улети. План получается очень мусорным у нас сейчас. Поэтому я сейчас поставлю сайдчейн компрессию на плейт, для того, чтобы плейт не так сильно мешал лид-вокалу. Лид-вокалу и вокалу вообще, в принципе, в припеве. Ну вот основные планы мы обозначили, сейчас они звучат грязно и мусорно, но теперь нам нужно сделать final mix и выставить точно-точно уровни. После этого мы скорректируем еще раз все ближние и дальние планы для того, чтобы не было столько грязи и столько мусора, как сейчас. Пока сейчас это все трудно сказать. Возможно, мне понадобится еще другой дилей на гитару, и опевание, наверное, тоже есть смысл перенести в большей части в ближний план,
Кроме самой последней части, чтобы оно все звучало и читалось гораздо лучше. Второй сезон, 5-я серия. Final Mix. Мы с вами в прошлый раз сделали пространство. И давайте я напомню, что мы сделали по пространству. У нас есть ответы и есть бэк-вокал. Так вот, бэк-вокал мы с вами отдалили в дальний план. Как мы это сделали? Вот так он звучит. Навсегда улетим мы с тобой до рассвета. Ну, первое, что я сделал, это я сузил стереобазу. Вот такая вот стоит эквализация на нем. Вокал не компрессируется, то есть подрезан вверх, он за счет этого уже у нас отдалился. Плюс нижняя середина и середина подрезана. Из посылов, что на нем на посылах стоит? На нем стоит плейт и дилей. Монодилей в центре. Вот такой дилей, 1/8 и строго в центр. Плюс на нем эквализация со срезанным верхом, чтобы он тоже отдалялся и поднятой серединой. Ну, собственно, на бэк-вокале у нас два эффекта. Это монодилей в центр 1/8 и плейт на минус 16 дБ. Звучит это все вот так. Навсегда улетим мы с тобой до рассвета. И высота нам голову вскружит. Улетим. Ответы я расположил чуть-чуть левее. Они существенно ближе. Они гораздо более ближний план. На них только чуть-чуть есть монодилей. И, собственно, и все. Больше на них ничего нет. И они находятся левее. Звучит это вот так. Ты и я. Навсегда улетим. Так, противовес к ответам я сделал вокальные ответы. То, что мы с вами делали при музыкальном балансе, мы выстраивали, искали фразы. Звучит это вместе вот так. Это самый дальний план. Эквализация надо чуть-чуть еще вверх подрезать. И на ответах у нас стоит тот же плейт и тот же монодилей, только его гораздо больше, чем на основном вокале. Звучит это вместе вот так. Ты и я. Ты и я. Ну вот, это самый дальний план. Гитару я разместил левее, поскольку она взаимодействует именно с бэк-вокалом, поскольку она функционирует с ответами. Ну и все вместе это будет звучать вот так. Я и ты улетим мы с тобой до рассвета. И высота нам голову скружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я и ты. Плюс делал еще одну фишечку, вот две даже фишечки, сейчас я их вам покажу. Первое, я сделал красивый стереодилей на последнюю фразу перед ямой, на лид-вокал. Сделал я это просто копированием дорожек и разведя их на left-right. Я и ты. Ты и я и ты. Я и ты. Улетим мы с тобой до... И второе, в паузе перед выходом. Наше лето. И ты. Улетим. И я и ты. Улетим. Ну, вот эту фразу «я и ты», я ее умышленно сделал очень громко, с сильной компрессией. Она такая прямо in your face. То есть она прямо отвечает вот вам в лицо.
Я и ты улетим мы с тобой. Во всех остальных фразах она поется вот так. Я и ты. Я и ты. Ну и здесь где-то она. Этих губ, ласку этих рук. Ты и я и ты. Вот, что еще я сделал? Ну, гитара у нас располагается в ближнем плане, драйв чуть-чуть подальше, соло в конце тоже дальше. Стринги, пэды практически я не трогал, чуть-чуть на них есть реверберации и, собственно, и все. Как мы их расставили по форме, так они сейчас и звучат. Ну, поскольку референс у нас Джастин Тимберлейк, хотя, конечно, это такой очень русский Тимберлейк у нас получился, но фактуры, конечно, это все взято оттуда, вот, поэтому, собственно, я ориентируюсь на вот такую стилистику R&B по саунду, поэтому я поднял достаточно сильно хэт, малый барабан, то есть вся ритм-секция, она как бы сейчас вся выдвинулась сюда, и она с сильной компрессией, с транзиентами, с атаками. Ну, послушаем. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я, только мы с тобой. Ты и я, а нашей тайне знает ветер. Главное, что мы вместе навсегда. Ты и я на радуге рассвет встречаем. Ты и я, нас на свете нет нежней. Ты и я, забудем мы свои печали. И я навсегда буду лишь твоим. Улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я и ты. Ты и я, а больше никого на свете. Ты и я, тихо плещется прибой. Ты и я, люблю глаза я эти, нежность этих губ, ласку этих рук. Ты и я, мы тонем в зеркале небесном. Ты и я, нас уносит от земли. Ты и я, с тобою мы во сне чудесном. Только мы с тобой, только я и ты. Улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я и ты. Ты и я и ты. Ты и я и ты. Улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я и ты. Улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я и ты. Вот. Ну вот сейчас, пока мы слушали, мне пришла мысль, что можно добавить чуть больше рельефа. Если мы добавим драйвовых гитар, то будет чуть больше рока, но в то же время это даст рельеф. И вторую верхнюю гитару, которая появляется только в последних двух припевах, мы сейчас тоже попробуем добавить. Посмотрим, что из этого получится. Сейчас это звучит вот так. Летим мы с тобой до
до рассвета. То есть она так функционально присутствует, но, в общем-то, не очень навязчиво. Она стоит -5, я ее поставлю -2 и послушаю, что из этого выйдет. Летим мы с тобой до рассвета, и высота нам... -2 не испортила, сделаем +2. +2 точно будет много. Летим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружит. Ну, +2 многовато, значит, наверное, 0 будет самый раз. Летим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову... Ну и -1 еще. И теперь послушаем вот эту верхнюю гитару, как она у нас себя поведет. Улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову... Улетим мы с тобой до рассвета, и высота... 4 многовато. Я добавил 4 децибела. Ставим 2. Улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружит. Улетим мы с тобой в наше лето, ты и я и ты. Улетим мы с тобой до рассвета. Ну, +2 нормально. Но теперь у нас вот эта гитара, из-за того, что там появилось 2 гитары, дополнительные стринги, то у нас немножко получилось кашеобразно все вот это в конце, и вот эта солирующая гитара, она как бы не прослушивается. Мы сейчас попробуем найти ей место. Улетим. Посмотрим, что мы можем с ней сделать. Улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружит. Улетим мы с тобой в наше лето, ты и я и ты. Ну вот я ее переместил ниже существенно, да, то есть у нас где-то в верхней части спектра на уровне там 2-3 было очень много гитар, там же вокальные фразы и гитарные фразы. Сейчас я их переместил вниз, и они стали читаться лучше. Улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружит. Ну вот, она сейчас нашла свое место, и она сейчас никому не мешает. Смотрите, вот с эквализацией. Улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружит. А вот без. Улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружит. То есть без эквализации она сразу же начинает теряться. Улетим мы с тобой, и ты. Улетим мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружит. Улетим мы с тобой в наше лето, ты и я и ты. Ну, я считаю, что вполне приемлема такая эквализация, и можно ее так оставить. Вот. Теперь осталось нюансы. Как я выстраиваю нюансы? Ну, по-моему, я уже много раз об этом говорил, что где-то треть, наверное, микса я делаю в моно на одном мониторе. И как бы это дает вам возможность посмотреть на свой микс немножко глазами со стороны. То есть как бы это эффект гостя. Ну, эффект гостя, это Лукашев об этом рассказывал. Сейчас тоже немножко перескажу то, что он рассказывает.
То есть, когда вы сводите, вы увлекаетесь, вы эмоционально втягиваетесь в процесс. И, может быть, вам все это очень нравится или не нравится, это не важно, но вы внутри этого процесса. Для того, чтобы выйти из процесса, вам нужен свежий взгляд со стороны. Лукашев это называет эффект гостя. То есть нужно просто пригласить человека в студию, неважно кого, это может быть уборщица, это может быть прохожий, и дать ему послушать. И как только вы понимаете, что он слушает ваш микс, вы начинаете слушать его ушами. Вы абстрагируетесь от этого. Вот это мне это позволяет как раз переход в моно на один монитор. То есть я понимаю, что вот так это будет звучать примерно там на мультимедиа или с телефона, как-то близко к этому, да. Поэтому треть микса я делаю, особенно музыкальный баланс, я делаю все на одном мониторе в моно. Для того, чтобы проверить ваш микс, вам нужно сделать две вещи. Первое. Выйти из нуля по громкости, из ничего. И как только вы услышите первый инструмент, вы должны услышать всю аранжировку, которая у вас есть. Ну вот, допустим, как-то вот так это будет выглядеть. Ну, сейчас вокал немножко доминирует. Это очень по-русски. Но поскольку у нас русский Timberlake, то и сводим мы тоже по-русски. Вот. И второй момент. На полной громкости, я не советую вам сводить на громкости 120 дБ, но 10-15 секунд ваши уши это прекрасно выдержат. И если вы слышите, что ваш микс звучит комфортно на 120 дБ, буквально 10 секунд, значит, у вас хороший микс. Если у вас что-то раздражает, режет уши или еще что-то, значит, что-то с миксом не так. И, скорее всего, с тем инструментом, который вам режет уши, с ним что-то не в порядке. Поэтому теперь делаем обратный ход. Мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружит, улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я и ты. В целом у нас сейчас все в балансе. То есть я слышу и тамбурин, я слышу шейкер, я слышу все инструменты. Единственное, что вокал доминирует. Ну, давайте мы сделаем тогда такой трюк. Но обычно я делаю стемовый микс, то есть вокал, бэк-вокал, ответы и инструментал я сбрасываю отдельно для того, чтобы можно было поменять баланс в зависимости от потребностей там, для радио, не для радио микс, куда мы его делаем. Вот, сейчас я сделаю лид-вокал и бэк-вокал, все по -1 дБ. +1, значит, будет 0. Наверное, ответы я тоже все-таки чуть-чуть переберу. Все-таки больше сделаем упор на ритм-секцию. Ну, теперь послушаем еще раз. Мы с тобой до рассвета. Света и высота нам голову скружит, улетим мы с тобой в наше лето. Давайте хэт +1 дБ. Хочу жирный хэт. +2. Мы с тобой до рассвета. И высота нам голову скружит, улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я и ты.
Вот как я понимаю, много хэта или мало хэта? Почему я его прибавил на 1 дБ? Потому что перед этим я его немножко убирал. А как понять, много хэта или мало хэта? Хэт должен быть соизмерим с S вокалиста. То есть он не может быть сильно громче, чем S вокалиста, и он не может быть сильно тише, чем S вокалиста. Вот смотрите, как сейчас S вокалиста сочетается с хай-хэтом. На свете ты и я, тихо плещется прибой. Ты и я, люблю глаза я эти. Хэт чуть тише, чем S вокалиста, но в принципе на одном уровне. Будем считать, что у нас микс уже готов. На этом на сегодня все. И в следующем видео мы с вами сделаем мастеринг этого трека по референсу Джастина Тимберлейка. Надеюсь, что будет хорошо все и будет круто. Пока сам не знаю. Последняя, 6-я серия 2-го сезона. Она называется «Мастеринг». Сегодня в видео сделаем мастеринг того трека, который мы с вами сводили в течение последних 5 серий. Хотел бы услышать ваше мнение, что бы вы хотели увидеть в 3-м сезоне. Нужен ли нам вообще 3-й сезон? И что у нас там будет? Что будет интересно? Так что жду ваших отзывов. Пожалуйста, пишите. Итак, мастеринг. В качестве референсного трека я взял трек такого дядьки, как Джастин Тимберлейк. Джастин Тимберлейк является первичным к тому треку, который мы с вами сводили. Поэтому я туда и обратился. Можно было, конечно, взять Лазарева, но Лазарев не первичен. А вот Джастин как раз первичный. Сейчас дам вам послушать фрагмент трека. Ты и я, нас на свете нет нежней. Ты и я, забудем мы. And they turn right around and break them. And someone cuts your heart open with a knife. Now you bleed, yeah. But I could be that guy to heal it over time. And I won't stop until you believe it. 'Cause baby, you're worth it. So Ну, вот такой трек, он очень похож по фактуре. По манере исполнения, конечно, не похож, но по аранжировке очень похож. Ну вот, конечно, то, что мы свели в прошлый раз, можно считать сведенным треком, но если бы это было коммерческое сведение, наверное, я бы еще потратил там несколько часов на то, чтобы довести его и половить там блох всяких. Итак, теперь нам нужно выровнять громкости. Тимберлейк мастеренный, а наш трек не мастеренный, поэтому Тимберлейк будет звучать однозначно громче. После этого понять, собственно, что мы хотим сделать на мастеринге. we're at it throwing every other day. Ну, разница большая, разница где-то в 6-8 дБ. Попробуем сейчас минус 8. We're at it throwing every other day to stop. Ну, 8 многовато, минус 6. We're at it throwing every other day to stop. Забудем мы свои печали. Break them. Ну вот, теперь нам нужно понять, в чем разница между нашим треком и Джастином с точки зрения АЧХ, широты стереобазы, ну, по компрессии там так все более-менее понятно, да? Слушаем Джастина, потом слушаем нас. Или наоборот, слушаем нас, потом Джастина. Ты и я, нас на свете нет нежней. Ты и я, Time, and they turn right around and break them. And someone cuts your heart open with a knife. Now you bleed, yeah. улетим мы с тобой до рассвета. И высота нам голову скроет. Birthday. So don't act like it's a bad thing. Наше лето, ты и я и ты. Как говорят мастеринг-инженеры, мастеринг – это дело 15 минут, если ты знаешь, что надо делать. Вот наша задача сейчас понять, что нам надо сделать. Джастин Тимберлейк, во-первых, у него очень яркий сабниз, он на бочке там присутствует и такой прям ярко выраженный, да? У нас его нет. У нас, в принципе, на бочке нет ни сабниза, ничего. Поэтому вряд ли нам стоит поднимать сабниз, потому что там мы только шумы наберем и больше ничего. В то же время у него очень яркая верхняя середина, это очень яркий голос и очень яркий клэп, который дает хорошую широту стереобазы,
за счет того, что, ну, сам по себе клэп широкий. А у нас наоборот, у нас точечный малый барабан. Из-за этого там мы тоже ничего расширить не можем. Но у нас есть широкие гитары, широкий бэк-вокал, поэтому, в принципе, широту стереобазы мы можем чуть-чуть увеличить. Вот. И вверх, в принципе, у Тимберлейка, у него немного верха, если вы обратили внимание. Сейчас покажу еще раз. Смотрите, вот это мы. We're at it, throwing every other day to start. I know people make promises all the time, then they turn right around and break them, and someone cuts your heart. Ну, у него очень тоненький такой остренький хэт, который с бриллинсом, а у нас этого бриллинса нет. У нас, наоборот, хэт низкий, допустим, где-то в районе 6-8 кГц. Так что вот такая задача на мастеринг, и давайте попробуем ее теперь реализовать. Я буду поднимать частоты, начиная от 60 Гц и вверх, с гейном на 8, ну, на 6 дБ, наверное. Да нет, наверное, можно даже и на 8. Для того, чтобы мы слышали, что происходит. Нас на свете нет нежней. Ты и я. Забудем мы свои печали. И я навсегда лишь твоим улетим. Мы с тобой до рассвета. И высота нам голову скружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я и ты. Ты и я. Нас на свете нет нежней. Ты и я. Забудем мы свои печали. И я навсегда лишь твоим улетим. Мы с тобой до рассвета. Ну, 80 и 100 звучат уже слишком, как бы, совсем не в стилистике, а 60 там что-то появилось внизу на басу и на кике, собственно. Поэтому давайте попробуем сделать коррекцию на плюс 4 дБ на 60 Гц. Ты и я. Нас на свете нет нежней. Ты и я. Забудем мы свои печали. И я навсегда лишь твоим улетим. Теперь верхняя середина. Ну, мы давайте с вами пройдем диапазон, допустим, от 4000 и пойдем вниз от 4000, пока не попадем на ту частоту, которая близка к Тимберлейку. Тоже с добротностью плюс 6 или плюс 8. Ты и я. Нас на свете нет нежней. Ты и я. Забудем мы свои печали. И я навсегда лишь твоим улетим. Мы с тобой до рассвета. Нам голову скружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я и ты. We're at it, throwing every other day. Make promises all the time, then they turn right around. Ну, где-то между 2 и 3 тысячами. То есть 2000 мне нравится, как звучит, но 3 там тоже было что-то приятное, поэтому давайте сделаем 2500 на плюс 4 пока. Дальше будет видно. We're at it, throwing every other day. Нет нежней. Ты и я. Забудем мы свои печали. И я навсегда. But I could be that guy to heal it over time. Ой, до рассвета. Ну, вернул на 3 дБ, и теперь давайте попробуем вверх поискать. Вверх я предлагаю поискать, скажем, от 12 тысяч и вниз до 9. Тоже достаточно радикально, на плюс 8.
на свете нет нежней. Ты и я, забудем мы свои печали. И я навсегда лишь твоим улетим. Мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я и ты. Ну, 9 звучит тяжеловато, если вы обратили внимание. Она уже такая становится едкая, собственно, та, которая как бы у нас и была. 9 уже близко к 6. 12 вроде бы высоковато. 10 тоже звучит низковато, тоже грубовато звучит. Я думаю, нам надо остановиться где-то на 11. Но теперь у нас верха стало радикально много. На свете нет нежней. Ты и я, забудем мы свои печали. И я навсегда. Вот для того, чтобы верха не стало больше, я сейчас попробую опустить через октаву, ну, 11, 5500. На минус 4. Тогда острота останется, но верха не станет больше, но качественно он будет совсем другим. Обратите внимание. Ты и я, нас на свете нет нежней. Ты и я, забудем мы свои печали. И я навсегда лишь твоим улетим. Мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я и ты. Ну, по эквализации вроде бы все. Теперь идем в стерео имиджер. Посмотрим, что мы тут можем сделать. Пока все уберу. Послушаем каждую полосу отдельно. Ты и я, нас на свете нет нежней. Ты и я, забудем мы свои печали. И я навсегда лишь твоим улетим. Мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я и ты. Ты и я, нас на свете нет нежней. Ты и я, забудем мы свои печали. И я навсегда лишь твоим улетим. Мы с тобой до рассвета, и высота нам голову скружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ну, в первой полосе тут басы, низ, они должны быть в моно, поэтому у меня стоит моно. Во второй полосе можно чуть-чуть немножко ее расширить. А здесь у нас вокал, бэк-вокал и гитары, поэтому эту полосу можно расширить сильнее. И самую верхнюю полосу тоже чуть-чуть прирасширить. Ты и я, нас на свете нет нежней. Ты и я, забудем мы свои печали. И я навсегда лишь твоим улетим. Мы с тобой до рассвета. Теперь посмотрим, что мы захотим сделать в эксайтере. Опять также послушаем каждую полосу. Ну, в сабе, наверное, я ничего не хочу. Вот эту полосу послушаем. Ты и я,
вот она как раз подчеркивает ту же частоту, что и у Джастина. Хорошая полоса. Теперь вот это. Ты и я, нас на свете нет нежней. Ты Тоже неплохо. Вот в этой полосе чуть-чуть добавим. И в этой полосе. Главное не переборщить. и я, нас на свете нет нежней. Ты и я, забудем мы свои печали. И я навсегда, лишь твоим улетим. Мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я и ты. Эта полоса добавит чуть-чуть транзиентов и добавит те гармоники, которые отсутствуют. А здесь мы получаем такую хорошую середину, почти такая же, как у Джастина. Теперь давайте сравним. While we're at it, throwing every other day to start. I know people make promises. Забудем мы свои печали. И я навсегда, лишь твоим улетим. Мы с тобой до рассвета. И высота. Ну и последнее лимитирование. Лимитировать можно до тех пор, пока вы не потеряете бочку. Ну вот сейчас я поставил 6,7 дБ порог. При 6,7, в принципе, фонограмма, ну, она не страдает. Ты и я, нас на свете нет нежней. Ты и я, забудем мы свои печали. И я навсегда, лишь твоим улетим. Мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я. Ну вот, 6,7 вполне приемлемая цифра. Теперь давайте еще раз сравним, насколько далеко мы ушли от Original Mix и стало ли лучше после мастеринга. Ты и я, нас на свете нет нежней. Ты и я, забудем мы свои печали. И я навсегда, лишь твоим улетим. Мы с тобой до рассвета, и высота нам голову вскружит. Улетим мы с тобой в наше лето. Ты и я и ты. Ты и я, нас на свете нет нежней. Ты и я, забудем мы свои печали. И я навсегда, лишь твоим. Ну, стало лучше. Хорошо. И давайте сравнимся теперь с Джастином, насколько мы приблизились к Тимберлейку. While we're at it, throwing every other day to start. Ты и я, забудем мы свои печали. И я навсегда. Ну, по отношению к Джастину все-таки у нас верха больше. Я там прибавил обратно 3. То есть я сначала убрал до 2, потом прибавил до 3. Сейчас я обратно уберу до 2. Вот это вот 11 килогерц, сюда все-таки двоечка лучше. По отношению к Original Mix получается у нас верха меньше, а по отношению к Джастину верха нормально. Ты и я, We're at it, throwing every other day to start. I know people make promises. забудем мы свои печали. И я Heart open with a knife, now you read it. Ну, теперь экспорт аудио миксдаун. Я сделаю фрагмент. И потом мы сравнимся.
По лимитированию, в принципе, есть отдельное видео. Посмотрите, там даже 3 части. Ссылка у вас будет в описании, как всегда. Вот. И я сегодня поэтому на этом особенно не заострял свое внимание. Ну, теперь нам нужно вернуть Джастину 6 дБ, которые мы у него убрали. Можем включить его. И сравниться с тем, что сделали мы. Итак, вот это наша работа. Ты и я, нас на свете нет нежней. People make promises all the time, then they turn right around and break them. And someone cut your heart open with a knife. Now you're being Твоим улетим мы с тобой до рассвета. till you believe it. Ну, у Джастина трек понежнее, поэтому он звучит мягче чуть-чуть. Все немножко не такое напористое, как у нас, да. И по РМС мы, наверное, даже по лувсам мы их даже переплюнули Джастину, что, в общем, ну, наверное, у него просто менее сжатая фонограмма. У нас сейчас там стоит порог 6,7. Если сделать 5, я думаю, будет в самый раз. Будет все хорошо. На этом сериал заканчивается. 2-й сезон закончен. Жду ваших пожеланий по поводу 3-го сезона. Пишите в комментариях, в описаниях, что бы вы хотели увидеть в 3-м сезоне. Вообще, нужен ли нам 3-й сезон, большой такой сериал. Ставьте лайки, жмите на бубенчики, пишите в комментариях. Спасибо всем и всем хороших миксов. Пока!